Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими встречами с Игорем Мосейчуком. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители. Большое спасибо за то, что пользуетесь суперчатом, суперстикерами, QR-кодом, выводя свои там предложения, мнения, вопросы на экран. Мы обязательно отреагируем. Также вопрос Мосейчуку можно задать в сообществе YouTube заблаговременно, написав, ну и в клубе зрителей, закрытый клуб зрителей Шелеста в Telegram. Всех приглашаю. В общем, на самом деле очень такой напряженный у нас будет сегодня эфир, потому что события, которые происходят при полной тишине, ну такой, знаете, звенящей тишине со стороны из уст наших первых лиц, зеленых, разного рода элит, больных педикулезом, да, зеленым педикулезом, все-таки ситуация обостряется и на фронте, и в отношении, скажем так, войны российско-украинской. Нас всех быстро переключают, как могут, там, на российско-азербайджанскую историю противостояний, ну, более такого противостояния, такого идеологического, там, не знаю, политического, ну и там, спецслужб, силовиков. В общем, так интересно всем. Даже Зеленский позвонил Алиеву, мол, поговорил, что вот... Это, конечно, просто верх цинизма, будем это обсуждать. Я всем предлагаю поставить лайк, подписаться на Мосейчука и в Телеграм, и на YouTube, и, конечно, поучаствовать в нашем прямом эфире. Сделать это просто в чат трансляции. Ваши вопросы в самом конце они прозвучат, пообщаемся с аудиторией. Ну, а пока предлагаем проголосовать в вопросе сегодняшнего эфира. Он простой. А кто вместо Зеленского? Ну так, кто вместо Зеленского? Варианты ответов. Военный. Бывалый политик, ну, у нас политиков много, ну, какой-то бывалый политик. Максимально нейтрально, может быть, идиозная, может быть, там феникс какой-то, да, неважно, но политик. Спортсмен-певец, ну, типа честный человек. Или пускай уже хоть кто-нибудь. Вот такие 4 варианта. Я знаю, что вы голосуете в этих опросах. Что скажете, какой ваш выбор? Политик. Ну, то есть вы... Политик. Александр, смотрите, только изменение политического курса страны, только изменение внутриполитической повестки дня, только изменение внешнеполитических отношений, прекращение срача со всеми соседями, там вот, с кем только можно посрали, с Польшей, с Венгрией, с Словакией. Я уже за Молдову с Румынией переживаю. Это самое, понимаете? То есть с турками боятся. Ну, пока. Изменения внешнеполитические, то есть комплекс певцов и спортсменов хватит, накушались. Этот самый военный, ну, для чего? Для войны до последнего украинца и последнего метра территории. Тут нужна мудрость, тут надо подход правильный. Если у нас такие политики, в состоянии ли их избрать народ? Ну, я думаю, что вот это кровопускание и шоковая терапия, ну, которую мы переживаем, ну, должны наш народ научить осмысливать свой выбор. Это один момент. И второй момент, я глубоко убежден, Александр, что выбор придется защищать. Вот. И я не согласен об отвлечении азербайджанским вопросом. Я думаю, мы об этом еще поговорим, потому что сам по себе вопрос интересен, и звонка, и происходящих событий в Азербайджане. Но отвлекают другим. Об этом тоже поговорим. Да, друзья, пишите, что думаете в комментариях обязательно и присоединяйтесь к дискуссиям в чате трансляции. Мы в прямом эфире, сейчас 19:09.
Я хотел бы начать наш основной разговор с фронта. Deep State публикует, ну, июнь закончился, сегодня 1 июля, второй месяц лета 2025 года, и динамика не то, что не снизилась, а немножко увеличилась. Оккупации. Динамика оккупации земель. Ну, то есть, они так и представили свои слайды. Вместе с этим, там есть движение оборудования плацдарма в районе Запорожья, Днепропетровская область, нам говорят, то есть, то нет. Бои в Дачном, это Днепропетровская область, есть фото-видеофиксация российских флагов, то есть война идет по этому селу. Трагическая ситуация складывается вокруг Покровска, об этом тоже говорят украинские военные. Купянск, разрушен город, ну то есть открыто. То есть вот этот, и плюс Сумская область, да, где ствольная артиллерия долетает уже до пригорода областного центра. И это все на самом деле, если вот так вот поставить в один ряд, как вот только что я сделал, да, и добавить это аналитиков Deep State, не пророссийской, не какой-то там замшелой пропагандистской компании, а той, которая наоборот тормозит свои выводы, свою аналитику, пытается там выждать какое-то время, за ними этого, ну, мы не замечали раньше, то есть это всегда была оперативная история, это тоже звоночек и показатель. То есть мы видим, как фронт не просто там пришел в движение, он сыпется. Вместо этого нет абсолютно никаких, простите, пожалуйста, никаких, ну, скажем так, действий. Безуглая одна только бегает и говорит, если не снимут Умерова и Сырского, не поменяют, я там уйду в оппозицию. То есть на фронте все хорошо. И вот этот набат, который звенит оттуда, с передовой, перебивается какой-то пургой. Вот этими фортификациями, там, обсуждением, кто что где, там, Алисьи норы лучше окопа, вот такого рода вещами. Скажите, пожалуйста, складывается впечатление, что с такой политикой государства, условно, я не вангую, я не хочу этого, ну, допустим, да, то есть, к примеру, россияне возьмут Сумы, а нам об этом скажут через неделю, понимаете? Или, например, там сделают рывок большой в Днепропетровской области, огибающий, охватывающий, или прямо вот там в другую сторону, на север или на юг, куда пойдут. А мы об этом узнаем вообще потом и скажут там, ну это так надо, тактический отход. Лживость окутывает ситуацию на фронте. Почему? Смотрите, действительно, ну, это очень глобальный вопрос, и я предлагаю его разобрать вообще на молекулы, так сказать. Начнем с дипстейта, с паблика, которому принято доверять в украинском обществе, в мировых СМИ, и россияне тоже на него как бы не грешили напрямую никогда, потому что говорили то, что есть, да, как правило. А сейчас, как вы правильно заметили, притормаживают. Вы обратите внимание, они говорят, допустим, дачная серая зона. Выходят руководители военного направления, говорят, нет. Суммы, удары по околицам с артиллерии. Выходят эти клоуны с ЦПД, которые пороха не нюхали, говорят, нет. И я так понимаю, что на Deep State происходит давление. Давление всевозможных структур. Пока его не заткнули, они пытаются говорить, их пытаются нивелировать, дискредитировать, ну, обратными, да, заявлениями. Я так понимаю, они притормаживают, потому что понимают, что вот-вот, чтобы не пришлось переезжать в какую-то другую страну, в эмиграцию. На самом деле это страшно, потому что диктатура набирает обороты все больше и больше. Вот. Но это какая-то диктатура, во-первых, клептократов,
больше. А во-вторых, давайте о диктатуре позже, сейчас все-таки о фронте. Это более, ну, серьезная вещь. Ну, во-первых, я сегодня реально увидел, понял, осознал и поделился с подписчиками выводом, почему Российская Федерация имеет успех на фронте. Это не связано ни с чем, кроме одного. Коррупция. Верите, не верите, но это факт. Пример, пожалуйста. Сегодня в Москве суд вынес приговор замминистра обороны Российской Федерации Иванову 15 лет с конфискацией всего, что было арестовано у него и у его семьи. Его подельник, руководитель одного из военных предприятий, получил 12,5 лет, сам Иванов 14. Мы зеркально наблюдаем миллиард, украденный на оборонительных сооружениях. Мы зеркально наблюдаем миллиард, украденный на закупке снарядов и других боеприпасов. И зеркально наблюдаем экс-министра обороны Резникова в аэропорту Милана, прилетевшего с чемоданчиком на отдых и все. Более того, на этой неделе произошло знаковое событие именно в этом направлении. У Резникова был помощник, давний партнер, его товарищ Роман Балыкин. Роман Балыкин вместе там с несколькими международными аферистами пристроили нормальное количество миллионов долларов США. Балыкин попал в следственный изолятор, находился в следственном изоляторе. И суд принял решение, только не подумайте, что 10 лет лишения свободы, либо больше. Нет. Печерский суд, полностью подконтрольный офису президенту, то есть это решение было политическим, это реалии сегодняшнего дня, снизил Роману Балыкину залог до 10 миллионов гривен, которые его супруга благополучно вместе с его компанией за него внесли. То есть даже деньги компании и родственников арестованы не были, хотя убытки в миллионы долларов. Убытки военные, потому что заказали форму, думали распилить аферистам, а их еще аферисты кинул, грубо говоря. И вот смотрим мы и видим Иванова 14 лет и 12,5 руководителю госпредприятия логистического российского. И нашего министра обороны в Милане на отдыхе, а Балыкина, его помощника, на свободе со сниженным залогом. А миллиарды украдены. Мне могут сказать, да что ж эти миллиарды? Я скажу, смотрите, вот наблюдаем картину. С 2022 года люди, которые понимали структуру войны, говорили о необходимости построения целой серьезной линии, стратегической линии обороны, будем говорить так, современной линии Маннергейма, да, со склябами, которые защищала от дронов, и градов, да, там условно говоря, с рэбами, с переходами, со всем. Одним из идеологов этих вещей был Геннадий Корбан. Ему сказали, нахер ты трындишь, пошел нахер, дурак, без громадянства будешь, сиди там, где ты там сидишь за границей, и все. Сейчас, когда начала сыпаться линия фронта, выходит
Сырский и рассказывает про лисячьи норы. Ну, понимаете, это же оправдание от лисячьи норы, это оправдание украденному миллиарду. Потому что они, руководители военные, были с мародерами с министерства и Конечно, около заодно были, да, да. в теме и в доле. Ну, смотрите, тут тоже, поймите, я вот очень в этой теме, мы сейчас к ней вернемся. Ну, может, уже приходит время называть вещи своими именами, понимаете? То есть все прекрасно понимают, военно-гражданская администрация, военная администрация сели, получили подрядчики какие-то там, ну, написали, отписали, все. А солдат в лисьей Да, норе да, сидит да, и, мы имеем ну, вместо линии Маннергейма линию Миндича, да, только линию на лисьих нор. бумаге. Да. Друзья, мы в прямом эфире прямо сейчас приходят экстраординарные новости. Это по-настоящему важная история. Потому что она нам показывает, что вообще происходит. А происходят очень интересные вещи. Значит, прямо сейчас несутся подробности. Макрон поговорил с Путиным. Макрон поговорил с Путиным. Кремль сообщил первый об этом разговоре. Сейчас, видимо, готовят пресс-релиз французская сторона. Короче, обсудили ситуацию вокруг Украины. Президент России напомнил, что это прямое следствие политики Запада. Также ирано-израильскую конфронтацию, американские удары по ядерным объектам. Путин в разговоре с Макроном отмечает, что договоренности по регулированию должны носить долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин, ну то есть стандартная история. Отметили ответственность России и Франции в поддержании там, мира на Ближнем Востоке. И, в общем, ну, уважать право Тегерана на мирный атом, ну, это по большей части сюда. Но простите, пожалуйста, Путин и Макрон поговорили. Эти разговоры мы помним, как закончились. На записях пиар-службы Макрона, когда он вот это вот сидит, вот это с трубкой, тут камеры, тут это все. После этого Путин не говорил с Макроном. А сейчас поговорил. И Ну, понятное тут, дело, что... смотрите, давайте следить за развитием событий. Интересно, кто кому позвонил. И кто... Такие звонки происходят по запросу Министерства иностранных дел. Вот мне интересно, кто дал запрос Министерству иностранных дел Франции или Министерству иностранных дел России? Я склоняюсь, что Франции, Я и тоже что... склоняюсь, что Франция, но пока нет подтверждений, по крайней мере, сейчас. Да, и что у Макрона сдали нервишки. Но я хотел бы сказать, вот сейчас мы дождемся информации, кто был инициатором, и я сразу хотел бы сказать, обращаясь к нашим, да, ну я имею в виду к людям, к украинцам, не обольщайтесь. Это звонок как раз может стать предвестником худшего. Худшего почему? Я не раз повторяю, у нас одно окошечко, притом в нем уже щель осталась, для нормального переговорного процесса это через Трампа. Все другие, вот эти звонки Макрона и всех вот этих глобалистов, которые надувают щеки, как хомяки, а в результате пустота за ними, да, то есть ни поставок, ни денег, ничего нету, это все приведет к краху, просто к краху, и к тому, что они нас сдадут и продадут, как стеклотару, если мы не будем думать своей головой. Но давайте вернемся к нашим, как говорится, к фронту. Сырский. Сырский мясник. Я в этом убежден. Вся его политика – это мясо. То есть превращение людей, превращение солдат в мясо. Что происходит последнюю неделю-две? Босификация у нас как была, так и осталась. Людей хапают, кидают, по свидетельствам, несколько дней в учебке и в штурмовую бригаду. То есть на мясо. Прямо с улицы и на мясо. Кроме того, посмотрите, что делает Сырский. Информационно взорвалась вокруг Сум.
Взорвалась почему? Никаких линий обороны, оборона прорвана, просыпалась, россияне продвигаются. Сырский либо получает указания с Банковой, либо сам понимает, что к нему будут вопросы. Он берет, снимает подразделения штурмовые с Угледарского, Покровского, Запорожского направления, перекидает на Сумы и действительно останавливает мясом, стабилизирует наступление российских войск. В это время российские войска успешно наступают на Угледарском направлении, успешно наступают, врываются в Днепропетровскую область в районе Дачного и выходят еще в 3-4 местах на админграницу с Днепропетровской областью. На запорожском направлении плацдарм, то, о чем вы говорите. То есть, что сделал Сырский по факту? Информационно показал, мы остановили россиян. А на самом деле мы потеряли рекордное количество территорий и десятки тысяч людей. Понимаете? Вот и все. То есть это мясник. И вопрос увольнения Сырского – это не вопрос причастности и отмазывания коррупции. Эти вопросы как были, ну, так и остаются. Это не вопрос бусификации, которая как была, так и есть, и вопросы по ней есть. Потому что она и при предшественнику была. Уже, я думаю, 2,5, да, года, Александра, прошло от этого Борисова, недоразвитого, что виллы покупал. Почему не дал развитого? Нормально, как бы, как это говорят, Ну, пацан шел к нет, успеху. он Чего с вы? камерой продавать начал. Это самое. Так вот, не поэтому даже вопросы. Эти вопросы были, есть и остаются. Сейчас главный вопрос другой. Закидывать мясом на одном направлении и терять стратегически на другом. И как вы думаете, французская разведка не понимает того, с чего мы начали, что фронт сыпется то там, то там, то там? Не докладывает она Макрону? Докладывает. Не побежал ли Макрон к Путину? Побежал, походу. Сейчас дождемся, поймем. Вот, это трагедия, это катастрофа. Это даже не то, что там Марьяна говорит, уволить этих двух, бы я перейду в оппозицию. Не уволить, посадить. В военное время расстреляли бы. Вы знаете, я, если честно, да не расстреляли бы. Вот Не, ну я понимаете, не что... при Нет, этой, я не нет, имею в нет, виду. нет, смотрите, это очень важный момент. Вы вчера опубликовали очень интересные подробности новой жилплощади Венеславского. Да. Причем, ну там, комплекс строится, понятно, Дубай, 50 миллионов гривен. Ну, понятно, что это цена такая, номинальная, она там стоит дороже. Это вот цена, я так понимаю, сделки вот такая. Там это дороже. То есть это там, ну, то есть я узнавал, то есть не в этом комплексе конкретно, а вот просто интересно порядок цен. Ну, нет таких цен, да, вот. Да, это Это цена, цена. с которой платят налоги. Красивая, достойная, то есть там все красиво, и то много. На самом деле там умножаем на 2, а в некоторых случаях на 3, потому что район, вы правильно отметили, в Дубае достаточно, ну, крутой. И там новостройка, крутой район Дубая, то есть все понятно. Там это Ну, мы дороже. нашли и новостройку эту, и все нашли. Но вопрос не в цене даже, а вопрос в характере. То есть, понимаете, в чем дело? Такое ощущение, что пока там украинский солдат в лисьей норе жрет сухпай, пытается каким-то образом там съесть печенюшку во время там боя, потому что бросил его туда Сырский. Солдат, который бусифицирован, прошел, аж целых 2 дня увеличил подготовку Сырский. Сегодня прошла новость, да, в учебках. Ну, кто-то обжирается дубайским шоколадом.
Причем делает это, ну, не так, чтобы скрыто. Я почему с такой долей скепсиса эту вашу тему, которую там вы опубликовали, преподношу? Я увидел, как целый ряд, скажем так, разных блогеров, вас конкретно, ну, вас конкретно, говорят: «Ну, смотрите, кто бы говорил, чья бы корова мычала, и вообще, как бы, коррупция, ну и что, то есть это все равно, ну, купил, а где у кого жилплощадь, сразу начинают там, а где у Мосейчука жилплощадь, а где там еще у кого-то, а кто бы... Короче, это все замяли волной срача, но по сути никто не задал конкретный вопрос. Родненький, ты задекларировал, и где ты взял? То есть, это кто у тебя там? Родственник-бизнесмен купил, на тебя просто записали, так декларируй. Вон все какой подняли этот, как бы, срач, когда Порошенко там $1 000 000 кому-то привез. Куда там он ездил? На курорт Сыну. куда-то. Сыну, да, сыну привез и задекларировал. Ну, он принес, дал сыну, записал, что вот я вот миллион... А Венеславский законник же, законник великий. Послушайте, ну, я знаю случай, который произошел буквально недавно, когда один с руководителей местного самоуправления сделал подарок там детям, притом с задекларированных денег, со счета на счет, и возбуждено уголовное дело. Понимаете? То есть это раз. Во-вторых, вопрос же не в Венеславском. Вот я час назад или два опубликовал расследование прокурор прокуратуры города Киева. Кстати, землячка ваша там с Луганщины. 3 автомобиля за последнее время. Ни одно не задекларировано. Фото, видео, ездит, Бентли. Ну, все авто элитные. Квартиру снимает у человека, который свалил в Москву. У нас вчера, по-моему, да, в Запорожье осудили девушку за переписку с родственницей на оккупированной территории. А выходит прокурорша, можно платить за аренду квартиры, куда деньги? В Москву. Ну, понимаете, да, вообще, ну, чистый маразм. Одним можно, вторым нельзя. Венеславский в военном комитете. Мне за эти 2 дня не позвонил, наверное, Господь Бог по этому поводу. И так далее, так далее, так далее. То есть ситуация плюс мы работаем сейчас в Эмиратах с реестром, и я думаю, там будет очень много интересных историй. Очень много. Они избрали эту юрисдикцию как Зеленский Оман. Причина та же. Оман, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты не обращают внимания на такое понимание, как ПЭП. Ну, публичная особа. То есть, будь ты министром, депутатом, президентом, кем угодно, привези только нам ОВВ. Мешок наличных, так мешок. 2 мешка, так 2. Швейцария сейчас нет. Там совершенно уже другой подход. То есть в Европе таких юрисдикций нету. Там есть. Поэтому эти все зеленые крысы туда бегут, покупают себе там норки, в которых складируют наворованные у нашего народа и у наших вооруженных сил зернышки. И заканчивая по Сырскому, коррупции и причинам фактически неудач на фронте. Ну, смотрите, когда военно-политическое руководство страны поощряет, а иногда и само берет участие в создании норок, в которые тянут с фронта, с солдата зернышки, то это называется военное преступление против собственного народа и собственных вооруженных сил. Курская авантюра. Кто ответил? Ну, кто ответил? Вот
приговоров, уже 250 приговоров в Российской Федерации по статье терроризм. И обмену люди не подлягают. Тяжело было в Верховном Совете проголосовать разрешение на использование войск Курской области. Так это же Венеславские и Стефанчуки, великие юристы, мы же говорили с вами. Это же не, про квартирки не забывают, про машинки. Какую недвижимость сын Стефанчука в Европе прикупил? Есть очень интересный момент. Я бы хотел с вами его обсудить. Понимаете, в чем дело? Вот это казнократство, эти все, ну, этот весь ужас, он же защищается. Он же Так защищается. правильно, я же о чем и говорю. Даже нету, смотрите, Александр, если в России коррупция, есть, но и приговор же мы видим, и приговор высокопоставленному чиновнику. Мне могут сказать, да это показуха, там кроме него есть. Там может и показуха, а у нас и показухи нету. У нас лично президент Зеленский, тот, кто исполняет обязанности президента, с супругой Еленой ездили в Вену уговаривать целого министра национального единства Чернышова вернуться в страну. Это да, это смешно, конечно. Так расформировывают же Министерство национального единства. Или нет? Смотрите, украинцы могут без ихнего миньета обойтись. И изначально создание этого министерства носило совершенно другие цели. Во-первых, куму дали попилить денежку на этом министерстве. Во-вторых, вот эти все хабы, которые типа по возвращению украинцев в Украину, на самом деле моль они вернули, а не украинцев, они создавались как штабы, избирательные штабы, что когда дойдет до выборов, они насмотрелись на Молдову, они сделают ветер в Европе с их помощью. Где картинку тетки аплодировать будут, как в паре, где очередь на избирательный участок, где подвоз необходимых людей по списках, ну и так далее, и так далее. Вот это была цель, а не возвращение украинцев. Они насмотрелись Молдовы, только они не учли. Нравится нам, не нравится. Но молдаванам нравится. Практически я вот с кем не говорил, с молдаван, которые за границей, они действительно все за Санду. Игорь Владимирович, я вас прерву здесь. Добавляли там, подождите. Нет, я вас прерву по одной простой причине. Давайте откровенно. Молдова не воюет. Александр, смотри, я не хвалю там, ну, вы поняли. Я Нет, не смотрите, знаю, эту специфику можно применить по разным критериям. Но когда у тебя смотрите, война я идет... почему беру Молдову? Потому что они насмотрелись, что за счет заграничных избирательных округов, так там концепт другой. Страна не воюет, вы правильно говорите. Европейские зарабичаны смотрят все типа нормально, им ездить туда-сюда. Ну и они это самое, я не знаю, добавляли бюллетени, не добавляли. Это уже другая история. Главное то, что все равно большинство этих молдаван, в Европе, они голосуют за нее. Но у нас в Европе с Зеленским, кроме вот
этих теток, которые получили какие-то преференции через посольство, через это никто не воспринимает Зеленского. Все наоборот считают, что он украл родину у них. Я же то езжу по странам, общаюсь со многими людьми. Понимаете? И я знаю людей, которые за поддержку Зеленского готовы клеймить тех, кто поддерживает, тех, кого не знают ни один год, ни один день. Ну, понимаете, да? То есть сотрудничество с режимом встает все более и более зашкварным. Поэтому, ну, это изначально была дурная идея, но они ее реализовывали, они воровали на этом, Ну это же тоже, они подождите, сейчас какой парадокс. То есть, ну как это, закрыть Министерство национального единства? Звучит как-то никак мы не даже... закрыли, мы оптимизируем. Мы Звучит... оптимизируем, мы единство Подождите, ну сначала был, значит, министерство, а потом департамент, а потом что, отдел? Ну нет, ну это как-то это очень некрасиво выглядит в Александр, любом случае. смотрите, смотрите, национальное единство достигается одной единственной вещью. Не министерством, не отделом, не управлением, никаким чиновником национальное единство не может быть достигнуто. Должна быть национальная идея, которую воспримет тотальное большинство наций, и ее реализация объединит все. Все остальное это блеф. Создание любых структур по этому направлению – это дурня полнейшая. Понимаете? То есть это украсть деньги, прикрыть фальсификацию выборов, ну что угодно, покататься по загранице, пока бомбы падают, ну, в стране. Посидеть в недвижимости своей в Австрии, подождать, пока Владимир и Елена Зеленская приедут. Понимаете? Вот это вот функционал. Объединить оно ничего не способно. Более того, вот смотрите, раз уже вы заговорили, начну оппонировать вам по азербайджанскому вопросу. Нет, давайте мы перед азербайджанским вопросом... Нет, так перед как раз это не касается Азербайджана, Александр. Мое оппонирование не касается. Мое оппонирование касается другого. Когда на фронте жопа, когда на фронте не просто какой-то локальный, проблема локальная, а такая вот гигантская зеленая жопа, тогда надо чем-то отвлечь внимание. И тогда начинаются разговоры, а мы поменяем кабинет министров. И начинают рассказывать. Железняк говорит, они вот так поменяют кабинет министров. А Безуглая говорит, да нет, вот так вот поменяют. И вообще нету никакого конфликта Ермака и Арахамии, просто один в силу обстоятельств и абсолютно заплывшими савом мозгов Стефанчука руководит парламентом, я про Арахамию, а второй по причине отсутствия Фаберже Шмыгаля руководит правительством. А так как исполнительная власть и законодательная всегда конкурируют, то это живая конкуренция. Я когда прочитал, думаю, ну, точно безумная. А потом я думаю, да что я, ну, это же не Марьяна писала, это у Ермака и написали эту историю, она просто ее озвучила. Или «Украинская правда». Там, правда, надо отдать должное, Александр, при всем, что поддерживали ну, разгон этого нарратива со сменой, но там хотя бы аналитика какая-то ну, присутствовала, потому что тут а того на зама, а этого на этого. А я сижу и думаю, вы вспомните это, притчу эту, про блядей и кровати в борделе.
что надо не кровати двигать, а блядей менять. Но в нашем случае надо блядей менять, кровати выбрасывать и блядюшник трактором зеленый сносить. Не поможет ни перестановка премьера, ни перестановка министров. Мы можем часами вот тут разговаривать, мы будем отвлекать от провалов на фронте, от жопы, от тотальной коррупции. Ну, зачем говорить о миллиарде только на оборонительных сооружениях украденных? Говорите о лисичей норе и блядях в Кабмине. Вот это вот разговаривайте. А вот там не-не-не. Мы там это... Зачем про квартиры в Дубаях или заставу Балыкину говорить, или прокурорах, которые обычные прокуроры городской прокуратуры на Бенкли и еще пару элитных машин. Ну зачем? Ну да, или о ТЦКшниках, которые крышуют Или бизнес. от ТЦКшника, не дай бог. Футбольную Да, команду мне говорят, обилетил. смотрите, мне пишут в комментариях, вот вдумайте, мне пишут в комментариях. Одна из главных причин провала на фронте – это ТЦКшники. Говорю, да, но у всего та же самая коррупция, потому что они построили, блядь, систему и продают одним возможность убежать, вторым отмазаться, получить белый билет, а восполнить же чем-то надо. Поэтому косого, больного, бедного, хромого мы поймаем палкой по горбу, непритомного в бусик и в штурмовую бригаду, а Сырский его снимет с какого-то Да, направления. И смотрите, я когда вам говорил, что система защищается, я имел в виду даже немножко другое. Очень интересная переписка в соцсетях произошла, как сцепились Мирослав Олешко и Сергей Притула. Притула, это тоже, кстати, очень нужно отметить. Притула и Серненко там шумят с Ломаченко. Ну, мол, вот ты там не отметил, что ударила именно российская ракета, именно Россия ударила по его родному городу Белгород-Днестровскому, и поэтому ты плохой. Но вот они вот сцепились и с Олежком. Это очень интересно, именно я хотел вам задать этот вопрос. Значит, ну, Олежка троллит, бросает фотку с Резниковым, типа, публично будешь как бы поздравлять и будешь ты ходить на суды к нему в его поддержку в случае ареста. Ну и Притула как бы разъярился. Я с удовольствием буду ходить на суды к тебе, чмошник. Я же вижу этот ваш петушиный угол. Ты, Шарий, Мосейчук, Шапошников, все, кто оправдывали российскую агрессию и действовал против своей страны. Сядете все. И я бы сказал, что тебе... я бы говорил тебе вернуться быстрее в Украину и отдаться в руки правосудия, потому что коллаборанты этой опцией ну, в общем, разные коллаборанты этой опцией не воспользовались, и сейчас на концерте Кобзона. Но ты же не дурак, ты же не повторишь ошибок Киевы, смайлики, знак вопроса, правда? Ну, там Олежка ему отвечает, но тут суть не в этом. Суть вот в этом выпаде. То есть, Игорь Владимирович, вам в том числе, как Олежка и Шапошникову, судя по этому тексту, угрожают концертом Кобзона. Смотрите, ну, я понимаю, почему Притула на меня разозлился. Мной подано в СБУ заявление о совершенно конкретном акте коллаборационизма со стороны Притулы, преступления. Наводки российских ракет на Национальный авиационный университет. Понимаете, это конкретная вещь, конкретный факт, он доказан. Кстати, Олежка первый поднял, ну, этот вопрос. Я подал заявление, поэтому, но я не слышал там вот этого вот выпада, который вы засчитали, я там до этого считал, где он рассказывал лишить паспорт, поменять, гражданство, обрезать, ну, то есть вот такой вот, Сережа,
Ты сейчас в Европе, а скинь, пожалуйста, в личные геолокацию, я подъеду. Я кину все, подлечу, подъеду. Под камеру слабо пообщаться. Притуленыш. Это самое слабо. Я готов. Под камеру, пожалуйста, под камеру. По поводу угроз. Ну, не он первый, там якийсь гомосек с двумя сергами в ушах, какая-то гром, не знаю, как этот канал у них называется под офисом президента. Тот там рассказывает, угрожает. Понимаете? Притула готов рассказать, как его родственник Хамут работает сейчас с зелеными. Он готов рассказать о системе монокийцев в налоговой. Я предметно говорю, Притула, ты сейчас в Европе. Боишься скинуть геолокацию, подлетай в Вену. Сядем под видеокамеру, докажешь, покажешь зрителям. Ну ты ж сыкун. Ты просто боишься. Ты со Стерненком будешь сидеть в студии с теми, кто тебя облизывает. А так ты боишься, ссыв, обосреныш. Угрожать он будет. Значит, только что, ну, около получаса назад пришла информация, что в Воронеже группа спецназа пришла домой к уроженцу Азербайджана, бизнесмену Юсифу Халилову. Значит, он хозяин ресторана, его совладельцем называют крупного рынка. Паблики начали сообщать о задержании, однако по данным источникам другого, в общем, официально не задержан, но видео, как говорится, есть. Да? То есть Воронеж. Также появляются видео там из Екатеринбурга, то есть продолжение этой истории. В Азербайджане там как бы, причем показательно, под камеры, вот там заставляют ходить то туда, то сюда, то руку на плечо, то согнувшись, то к стене, вот это все, то потом их там уводят. То есть мы начинаем наблюдать, как то, что еще условно вчера оказалось, ну там пошумят, да, и условно там счет 2-2, да, ну там 2, скажем так, в Екатеринбурге, ну, умерли, да, погибли, умерли, сейчас там идут разоблачения разные при задержании. Ну, тоже таких специфических фрукта азербайджанских, очень специфических, да, но тем не менее. То есть делам там по 20 лет, за что их задерживали и так далее. То есть тут понятен какой-то след. То есть там 2, а тут вот главного редактора и редактора «Спутника» повязали. Нет, сегодня 7 человек еще там, причем айтишники сообщают, что это. И массированная такая пропагандистская вот эта история. Там со стороны Азербайджана они резко начали поддерживать Украину в тех тонах, которые там украинский телемарафон вещает. И даже Зеленский сегодня созванивался, да, говорит, что там за людей, мы за честь и достоинство. Ну, в общем, такой какой-то разговор, о нем сам Зеленский рассказывал. Я не об украинском даже следе хочу спросить. Мне интересен, ну, как бы, ваше видение, ваш вариант продолжения марлезонского балета. К чему это может привести? Смотрите, мы имеем дело с тем, что Азербайджан отстаивает, показывает свою позицию. К чему это может привести? Да, я думаю, к ослаблению позиций Азербайджана. Почему? Потому что на самом деле Путин и Москва были скрытыми союзниками Азербайджана в войне с Арменией. Они фактически сдавали Армению и давали возможность Азербайджану оккупировать Арцах. Это факт. И я думаю, что сейчас сидят армяне и думают, ну давайте, давайте, сильнее, сильнее. В Армении там, правда, свои эти самые заскоки происходят. Такое впечатление, что Зеленский покусал Пашиняна где-то при встрече.
Вот это самое. Я по церковной, я имею в виду линии. Вот. Но в Азербайджане ситуация, они, с одной стороны, я их абсолютно понимаю, они отстаивают свой национальную гордость, свой национальный интерес, все. С другой стороны, вот именно вот этот способ, я не знаю, пробовала ли говорить с Путиным или с силовиками, ну, российскими, ну, до того, как начались взаимные действия. Но учитывая ситуацию с Арменией, это может привести к серьезным последствиям для Азербайджана. И те, кто мне скажет, что Азербайджан поддерживает Турцию, поверьте, Турция не пойдет на конфликт с Россией. У Турции свои отношения, турки как раз и выступали участником закрытых договоренностей, по которым была чуть ли не в ноль умножена Армения и отобран Арцах. Поэтому на Кавказе сейчас очень тонкий лед. Он тонкий и в Ереване, и тонкий в Баку. И до новой вспышки звонок Зеленского туда. Понимаете, если начнется противостояние очередное на Кавказе, воевать же Россия не будет. Опять возникнет противостояние Армении и Азербайджана. Но это уберет еще больше внимания к этому самому, к Украине. И, кстати, Александр, тут один очень важный я хочу сделать замечание. А в этом, кстати, в этой ситуации, кстати, может и быть секрет звонка Макрона Путину. Да. Учитывая традиционную поддержку Франции Армении, по понятным причинам, потому что очень сильная, сильнейшая диаспора армянская в Франции, там, по-моему, либо 5, либо 6 сенаторов армяне в Французской республике. Вот. Учитывая это, ну, я не удивлюсь, что этот звонок связан как раз с конфликтом России-Азербайджан. Ну, а, конечно, рассказали всем Ближний Восток, Украина, вот это все. То Ну, есть, это всегда. ну, Это всегда так. Кстати, вот это пока мы там ходили по Азербайджану и Армении, я припомню и публично заявляю. Притула попросил по просьбе Сергея Притула. Передаю привет Виталию Хомутыннику и новому генеральному прокурору Руслану Кравченко. В Украине есть уникальное предприятие. Это предприятие называется Хорольский молочный завод. Чем молочный завод уникальный? Да дело в том, что это единственное предприятие в Украине, которое выпускает детские молочные смеси. Малыш называется. Это предприятие до 2014 года принадлежало российскому олигарху Малафееву. В 2014 году рейдерским путем это предприятие перешло в руки господина Хомутынника, родственника Сергея Притула. По просьбе Сергея Притулы публично обращаюсь к генеральному прокурору Кравченко. Завтра напишу заявление о рейдерском захвате, пользованию около 10 лет предприятием стратегического значения. Пора возвращать, национализировать. В стране надо нормальное детское питание. Детей практически не осталось. да, школьников рекордно малое количество Да, вообще. заводу хомута пора возвращать. Большой привет хомутыннику, Василию Астиону. Я думаю, они понимают, о чем я и кому.
И с этого момента заявления, акции возле завода местных жителей, я вам гарантирую. Я расскажу всей стране, кто такой Притула и с кем он ходит под ручку. Угрожать он будет. Угрожатель нашелся. Значит, ну, знаете как, тут же какое Когда еще? мне угрожают, я им всем предлагаю в очередь стать. За Рамзаном Ахметовичем, если им не страшно. Ну, как бы дело такое. Я хотел бы ну, точку в основной части поставить и перейти уже непосредственно к вопросам и ответам. Сегодня Федоров сделал очень интересную штуку. Во-первых, сегодня сообщили о том, что, судя по всему, банковской тайны не будет скоро вообще от слова совсем. Федоров выходит говорить, вот смотрите, какая классная идея, можно машину растаможить онлайн в телефоне. Но говорит, отличная вообще как бы цифровая демократия, да, как пример, отличнейший просто. Можно оставить отзыв о чиновнике, и ему будет видно. Понимаете, в чем дело? То есть такое е-стукач будет, так сказать, внедрен в систему ДИА, названо это все цифровой демократией. И мы видим, что демократия как таковой не пахнет. И все-таки все ужесточается. Насколько, ну, конечно, вот все-таки звонок Макрона, а там почему мы делаем вывод, еще пока нет четко по чьей инициативе, но, судя по всему, звонок Макрона, потому что Елисейский дворец сообщил, что Макрон рассчитывает на продолжение контактов с Путиным. Это же салфеточник, это же главный, так сказать, желающий из коалиции. Это Я же еще раз человек, обращаюсь. который размещал у нас войска в Днепре, в Одессе. Вот это вот карты там рисовали, помните? Ну, я еще раз обращаюсь к украинцам. Следите за руками этих проходимцев. Сейчас будут продавать нашу с вами родину. Вот это вот первый звоночек. Вот Украину Путину продавать будут вот эти люди. Вот на которых вы ходили, молились, которых в жопу целуют Притулы и им подобные. Вот, вот это вот цель. Вот это сейчас происходит. Когда продадут, будет мир. Будут менять на интересы в других местах, на э, Армения, Азербайджан, Ближний Восток, что угодно. Я думаю, ему разведка доложила раз, плюс тут ситуация так повернулась с Азербайджаном, а что бы и не сыграть. Это шулеры международные, и нельзя на них вообще опираться. Надо исключительно ориентироваться на свои собственные силы. Ну, то есть мира вообще не видно. Нет. Но он может появиться, только на каких условиях? Вот будет смешно, когда Макрон продаст нас еще на хуже условиях, чем были до этого. Это точно. Друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Они вот такие. Кто вместо Зеленского? 8% считает, что военный, 9% спортсмен-певец, 37% какой-то бывалый политик и 47% пусть уже кто-нибудь. Абсолютно все равно. Что скажете? Ну, смотрите, Александр, для меня это был ожидаемый, результат. Я рад тому, что 37% наших зрителей адекватно оценивают и понимают ситуацию. Что касается 47, с ними надо работать. Это как раз и были люди, которые избрали Зеленского, а бы не Петя. Мы уже это проходили. Это самые страшные грабли. И не дай бог, нам еще раз на этих граблях станцевать ГПК, вальс, там, 740, что угодно. Да, значит, что интересно, Елисейский дворец вышел, сказал, Макрон призвал к скорейшему прекращению огня. Вот, в принципе, за этим звонил.
ну и рассчитывает в дальнейшем, ну это вот те новости, которые приходят Ну, я сейчас. же говорю, будет смешно, когда он нас будет продавать. А процесс, походу, пошел. Значит, давайте к вопросам. Начнем с, пожалуй, сообщества YouTube, наверное, или закрытого клуба, в общем. Ну, давайте, да, сообщество YouTube. Значит, Ігор Мосійчук каждое свое видео заканчивает фразой «Попри все, ми зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою». А как он это видит, это зробимо, так как делали последние 30 плюс лет, так это путь в никуда. Остается выбор из двух дорог: вернуться в родную гавань или придумать новую сказочную национальную идею. Первый путь Мосейчук и половина населения не воспринимают, второй вряд ли будет в ближайшие десятилетия готов. Остается только исчезнуть с лица земли и стать историческим примером самоуничтожения махровым национализмом. Смотрите, есть нормальный путь. Я не хочу отвечать автору этого вопроса, потому что он в вопросе сам себе не отвечал. Ну, у него, я хочу просто свою позицию сказать. Я заканчиваю действительно все свої відео словами «Зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою». Велич країни не зависит от ее размеров, от ее амбиций. Велич країни зависит от отношения ее к своим гражданам, от отношения к происходящему в мире, от отстаивания своей национальной позиции. Что касается национальной идеи, ну, я вижу национальную идею на сегодня, которая может спасти от катастрофы, которую нам предсказывает автор вопроса, только в одном. Это не Министерство национального единства, а действия все, которые объединят украинцев разного вероисповедания, разговаривающих на разных языках, объединят людей, которые читают Шевченко и читают Пушкина, читают Котляревского и слушают «Очи черные», которые написал, кстати, тоже украинец и мой земляк Евгений Гребенко. Мгм. Алексей спрашивает: вы как националист хорошо знаете историю знаменитого боя под Крутами. Почему такие разные интерпретации? Вы все-таки считаете это великим подвигом или позором, когда молодых неопытных пацанов отправили на смерть, чтобы задержать врага? Сами бы пошли, если бы вас также молодого отправили на превосходящие силы врага отдать жизнь за отечество? Смотрите, первое. Подвиг молодых людей заключается в том, что они выполнили приказ. А тот, кто его отдал, совершил преступление. Вот это практически то, что сейчас происходит. Ну, украинский воин, он герой. Но тот, кто ворует миллион и одновременно с воровством миллиона отправляет этого солдата на смерть, он преступник. Так же и тогда было. Пошел ли я бы сам? Смотрите, студенты, которые пошли под Круты, не оценивали глобально ситуацию, как оцениваем ее мы сейчас. Они исполнили свой долг. Они совершили подвиг. Вот смотрите, летчик сбитый на F-16, он герой, потому что он исполнял свой долг. А долбограй и преступник, который отправил его на этом самолете сбивать дроны без дроновой защиты и который понимал, что его может накрыть и дружеский огонь, и обломки шахеда, и что угодно, он преступник. Но это же не уменьшает героизм человека, который отдал жизнь, защищая страну. Дальше. 1.07.25 в авральном режиме сняли бронь со всех педагогов. Воевать совсем некому. Да, некому, и это только начало. Они не будут объявлять тотальной мобилизации. Они пока попытаются даже пропетлять от снижения
призывного возраста, они будут действовать вот таким вот образом. Снимут бронь с педагогов, студентов ограничат максимально. То есть они будут снимать вещи, которые незаметны всему обществу целому, которые могут взорвать ситуацию. Вот и все. Они будут вот так вот точечно. Воевать некому. Мы сегодня говорили, он перебрасывает с реально опасных направлений, мясник Сырский перебрасывает людей, чтобы остановить там, где самое информационно гучно. Они отправляют, вот на 2 дня обучения продлили, и тить-колотить. Дмитрий, говорят, что политики разных стран торгуют счастьем, беря кредит доверия, выпуская венчурные фьючерсы. Что продает Мосейчук? А Мосейчук давно не политик. Хорошо. Мирослав, здравствуйте. Кто будет строить будущее Украины после войны, если она останется? Ведь молодежи-то нет, и стимул для возвращения им вряд ли кто-то даст, так как для этого нужны огромные инвестиции в страну извне. Спасибо. Смотрите, все можно делать. Есть только несколько моментов основных. Вот смотрите, когда Социс опубликовал опрос, он же взорвал мозги, потому что людей больше беспокоит коррупция, чем российские обстрелы. И чуть от обстрелов российских отстает бедность. Поэтому я дам ответ. Если уничтожить тотальную коррупцию и относиться к людям не как к скоту, который за похлебку в миске, ну, работать будет, то можно сдвинуть многие-многие вещи. И когда вы говорите, инвестиций не будут, ну, конечно, не будет, если так относиться к инвесторам и вообще частной собственности. Ну, ни один здравый человек не будет держать деньги, бизнес останавливается весь украинский, его выводят до конца. Кроме тех, кто работает с зелеными гнидами. Потому что, ну, кто будет работать в стране, где санкции вводят ради того, чтобы ограбить? Кто будет работать в стране, где можно перевернуть вот так реестр, вот так вот купить решение суда, вот так вот отменить решение суда? Да никто. Пока не будет правил. Поэтому страна должна измениться. Кровопускание страшное. Вот эта страшная война дает шанс на изменение. Не будет изменений, все будет продолжаться. Не будет ничего. Будут бегать талибы какие-то, хамасы какие-то по территории. Да и все. Виталий, добрый день, Александр Владимирович. В 2022 году поворотным для Украины лозунгом стал «давайте просто воевать». Сейчас начинает проклевываться у экспертов старый добрый «давайте просто торговать», который я, собственно, привел к 2022 году. Ведь где только торговля, там коррупция с потерей суверенитета. Когда Украина снова дорастет до лозунга «давайте просто созидать», и есть ли еще шанс, что военный полигон превратится в технополигон? Заранее спасибо за ответ. Ну, вот мы только что ответили, ну, частично на этот вопрос. Я вам скажу, в 22 году, 22 год вообще для меня загадка. И мы ответ на эту загадку получим через десятки лет. Дай бог, чтобы дожить. Почему? Потому что для меня действия Путина, ну, необъяснимы от слова вообще. Либо он партнер с Зеленским, либо, ну, я вообще что-то не понимаю. На момент начала широкомасштабного вторжения, или так называемой, как они ее называют, спецоперации, рейтинг Зеленского был, ну, чуть-чуть, может, выше плинтуса. Никто не сомневался, что в политике ему уже ничего не светит. Вторжение подняло его к высотам.
И давайте просто воевать возникло тогда, когда они поняли, что это продавать можно. И миллиарды на этом зарабатывать. Вот фактически вся история, которую мы видим. Объединю два вопроса из чата трансляции Black Sea и Вадима. Как Мосичук относится к мысли о том, что только Россия может спасти Украину? И могут ли украинцы и русские встретиться в одном окопе против общего врага? Значит, первое. Я считаю и глубоко убежден, что Украину может спасти только украинцы. Какие? Под Зеленским? Нет, Украину могут спасти, Александр, только украинцы. Какие? Которые боятся по-русски сказать на родном языке? Которые могут выйти и четко сказать, прямо сказать, что вот мы против диктатуры, мы против режима. Какое количество этих украинцев в Украине и за рубежом? Разные. Смогут ли они выйти и сказать? Да, я вот тому, кто задает вопрос, скажу так. Если завтра прекратятся боевые действия, послезавтра выйдут и скажут. Поэтому их боятся прекращать. И не будут прекращать. Это одна из Ну, причин. подождите, ну куда выйти? Подождите, ну вот в Вене выйти можно, да, там в другом каком-то городе А и в европейском. Киеве можно. выйдут. Вы думаете, мало вопросов? Внешняя агрессия и страх перед оккупацией сдерживают от протестов многих украинцев в Украине. Поэтому, если только остановятся боевые действия, это на Банковой четко понимают, то послезавтра многие с фронта и многие не с фронта окажутся под офисом президента с вопросом, а почему ты, сука, под Курском в танке не сгорел? Да, друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели наш сегодняшний эфир. Спасибо большое, Игорь Владимирович, за время и мысли. Спасибо вам, Александр, спасибо нашим уважаемым и дорогим зрителям. И мы, что бы ни происходило, сделаем нашу страну великой, мирной и процветающей, и будем жить. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся. До скорого. До встречи, друзья.